История происходила в американском городе Болдер, штат Колорадо. 3 года назад 12-летний мальчик по имени Итан Харпер перестал ходить после автомобильной аварии, в которой погибла его мать. Врачи не находили физических причин паралича, но лечение не давало результатов. Мальчик жил в большом доме своего деда, успешного бизнесмена Ричарда Харпера, и полностью замкнулся в себе, потеряв интерес к жизни. Однажды в саду дома появился худой беспризорный мальчик лет 10 по имени Лукас Браун. Он вырос в бедном районе неподалеку и жил с бабушкой, бывшей медсестрой. Лукас без страха подошел к инвалидной коляске Итана и начал перебирать землю в саду. Его уверенность и спокойствие поразили и мальчика, и взрослых. С этого дня Лукас стал регулярно приходить. Он не лечил в привычном смысле, он помогал Итану прожить утрату, отпустить вину за последнюю ссору с матерью и снова почувствовать связь с жизнью. Простые действия, прикосновения к земле, движения под музыку, уход за растениями постепенно возвращали ощущения в ноги Итана. Впервые за годы он снова начал чувствовать свое тело. Когда Итан смог пошевелить пальцами ног, затем встать с опорой, а позже сделать первые шаги, это стало переломным моментом не только для него, но и для всей семьи Харперов. Дед понял, что истинное исцеление началось не с медицины, а с принятия и доверия. Позже семья познакомилась с бабушкой Лукаса, Мэри Браун, женщиной, посвятившей жизнь помощи людям, от которых отказалась система. Она хранила письмо матери Итана, полное любви и прощения, и передала его именно тогда, когда мальчик был готов его принять. После этого чувство вины окончательно отпустило Итана, и его восстановление пошло быстрее. Со временем дружба двух мальчиков стала основой для больших перемен. Итан полностью восстановился и вернулся к активной жизни. Ричард вложил средства в создание образовательного и реабилитационного центра в Болдере, где вместе учились и лечились дети из разных социальных слоев. Лукас вырос и решил связать жизнь с медициной, а Итан — с психологией, чтобы помогать детям, пережившим травму. История, начавшаяся с горсти земли в саду, превратилась в путь, который изменил судьбы многих людей. Она показала, что иногда достаточно веры, человеческой связи и готовности снова жить, чтобы невозможное стало реальностью. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилась история, то поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.